2026 год. Готика вновь становится трендовой и популярной. Мы видим это по высокой моде, по постам от дизайнеров в различных соцсетях и, конечно же, ТикТоку. Чему я очень рад. И сегодня я вам хочу дать список рекомендаций, если вы хотите стать частью нашего замечательного комьюнити. Если вы на моем канале впервые, то я Ксандер Бэт, дизайнер готическо-вампирской одежды. Нахожусь в субкультуре довольно давно и являюсь одним из админов одного из самых популярных готических комьюнити в Телеграме. Рекомендация номер 1. Музыка база. Изучите год музыкальной группы. Сейчас готическая субкультура обросла кучей самых разных жанров и смесей, чему я тоже очень рад. Думаю, практически каждый найдет себе музыку по душе. Я скажу, скорее всего, не самую популярную вещь у нас, но готик метал слушают многие готы, и готик метал в каком-то смысле уже являются частью дарк сцены. Но это очень сложный вопрос. И как я уже говорил ранее, я не собираюсь закидывать баклажанами тех, кто любит этот жанр. Бонусная рекомендация. Скоро 14 февраля, и вы сможете приобрести такие вот подушки для своего любимого или любимой. Есть два варианта. Два варианта такой подушки и один вариант такой подушки в виде анатомического сердца. Они выглядят невероятно круто. Также вы в моем магазине найдете одежду и аксессуары. Все это можно также купить через меня, написав мне в телеграм-канал в сообщение. Рекомендация номер 2. Не будьте ссаными токсиками и ЧСВшными дурачками. Относитесь с уважением ко всем. Вы являетесь частью субкультуры и можете напрямую влиять на нее. Не нравится токсик? Избавьтесь от него. Рекомендация номер 3. Изучите историю, год субкультуры. Я понимаю, это может звучать довольно скучно и уныло. Многие готы молятся, но тот самый Бэткейв 1982-1985 года. Но, к сожалению, упускает суть создателей этого самого клуба, создателей этих вечеринок, из-за чего некоторые в субкультуре занимаются гейткиперством и не считают всерьез другие гот-стили. Ведь на деле оказывается, что причины для гейткипинга не существует. Люди, которые этим страдают, сами очень поверхностно знают историю субкультуры. Один из источников, который я использовал, это книга. Она посвящена Олли Уиздому, о котором я поговорю чуть позже. Книга очень подробно рассказывает от начала и до конца про эти самые вечеринки. Добавлю, гуглите на английском или немецком языке, или просто посмотрите дальше мой ролик. Рекомендация номер 4. Не будьте похожими друг на друга, как под копирку. Олли Уиздом. Цитата. «Как можно сказать, кто прав, а кто нет, основываясь исключительно на том, кто как он выглядит». К чему это? Дело в том, что в клубе Бэткейв была политика открытых дверей. Любой человек, независимо от его внешности, мог туда зайти, а креативные образы даже приветствовались, без рамок. Если у вас есть желание выглядеть как гот, или вампир, или постелька, или викторианский гот, то это все приветствовалось. А если вы еще и занимаетесь DIY, то будет вообще шедевр. Мало ли вы сможете сделать еще один так называемый подвид гот стиля. Напоминаю, что это именно СМИ назвали готов готами. А также СМИ, увидев один из макияжей Сьюзи Сью, начали голосить вовсю, что именно так выглядит настоящие готы.
И именно так нужно выглядеть, чтобы попасть в тот самый клуб, забыв ее яркие образы. Кстати, как и большинство готов. Этот ярлык вообще не нравится тем, кто развлекался в этом клубе, а также организовывал вечеринки и был частью этого клуба, поскольку этот ярлык под названием гот очень ограничивает. К началу 1985 года клуб просуществовал уже 3 года, хотя по-прежнему пользовался большой популярностью. Первые дни царила более свободная атмосфера, но многочисленные документальные фильмы и журнальные статьи были посвящены чулкам в сеточку и готическому стилю, некоторых в Бэт-пещере, и люди стали читать об этом. В результате люди стали приходить в униформе в кавычках, вместо того, чтобы по-настоящему выражать себя. В результате Бэт-пещера несколько утратила свою способность удивлять и восхищать. Посещение ее стало восприниматься как работа. Это не значит, что нам не было весело. И в то время я познакомил некоторых своих друзей и родственников с местной музыкальной сценой, в частности, с самой запоминающейся глэм-рок группой из Южного Лондона – Сексагизма. Думаю, Spacemen отправились в турне в начале 1985 года. На этот раз Олли попросил меня управлять Бэт-пещерой, что по сути означало подсчет денег, обеспечение, отсутствие бухгалтерских ошибок и в сплетницах и контроль за выплатой зарплаты всем сотрудникам. Клуб работал практически сам по себе, и группы были забронированы. Команда звукорежиссеров знала свое дело, а диджеи все держали под контролем. С управлением клуба было связано много похвалы. Но я не был «экземпляром» в кавычках, и остальная команда довольно равнодушно относилась к моему участию. Приведу в пример еще одну цитату, но уже Софи Шерри. Она являлась одной из организаторов того самого Batcave клуба, а также является бас-гитаристкой Sex Beat. Это была не готика, это была просто Бэт-пещера. У нас был забавный способ одеваться, потому что нам приходилось все делать самим. Не было ничего, что выглядело бы в каком-то смысле готически. Так что это была мешанина из выдуманной одежды. Иногда я весь день была в черном, а иногда в ярком. У меня было платье Марии Антуанетты, и оно было зеленым и желтым. Это не всегда именно готический в кавычках вид. Да, субкультура только зарождалась. А разве не круто, чтобы у каждого был креативный вид без рамок? Не круто ли избавиться от гейткиперства и прочей ереси? И кстати, изначально в Batcave 1982 года вечеринки устраивались для геев, таких очень модных парней. Далеко не бедных, кстати, где-то средний выше среднего класса. И то, что готы произошли от панков, это неверное определение. Вы только посмотрите плату за вход в клуб. А еще надо купить напитки. Вот несколько фото-билетов. Панки по большей части не могли себе позволить такую роскошь. Основной посыл клуба был именно в этом. Музыка, креативный вид, эстетика готики, дарк-сцена. Рекомендация номер 5. Не будьте слишком серьезными. В основе всего лежит веселье и ирония, умение смеяться над повседневными реалиями. Слова Олли, что не стоит быть слишком серьезными. Бонусная рекомендация номер 2. Если вы сделали крутой, креативный готический образ, но вы не знаете, куда и кому его скинуть, то вы можете кинуть его в предложку нам, в нашу группу. Мы опубликуем, как только сможем. Также мы не занимаемся гейткиперством и принимаем все готические стили. Благодарю за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вас обязательно лайк и подписка. Хотите ли видео по макияжу трупа в следующем ролике? Дай мне знать об этом в комментариях. И также надеюсь, вы поняли основной посыл этого видео. Пока! Увидимся в новых роликах! Почему я вообще говорю про так называемые в кавычках виды готов? Я знаю, что их не существует. Я не делю готов, лишь говорю
Если вы не знаете, как и с чего взять свой оригинальный образ, то посмотрите на виды готов. Только для того, чтобы оттолкнуться от них и найти свой уникальный стиль. Никаких рамок в гот-субкультуре не существует. Я перекопал кучу интервью и информации, так что скину это все в комментарии. Также рассчитываю на вашу отдачу. Вообще мне было максимально впадлу делать это видео, поскольку я понимал, что предстоит много кропотливой работы. Но раз никто не делает, то придется мне, подумал я и пошел делать это видео. Отдельный дизреспект Яндексу за то, что скрывает заморские сайты, и дизреспект обрывкам из Рувики. Это вообще просто ужас. Также отстойные посты с Reddit и тем более TikTok. Полнейший кринж в плане поиска информации. Всегда все, подчеркну, все проверяйте. Огромнейшая благодарность Артуру Арапову, организатору гот-вечеринок в Москве и в Питере, за то, что предоставил мне эту чудесную книгу. Она оказалась невероятно полезной. Особый респект тем, кто досмотрел видео до конца. Спасибо вам. Я вас очень люблю.